Вторая лекция. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжим наши разговоры о причинах Второй мировой войны, о подлинных ее злодеях и жертвах, которые совсем не те, за кого себя выдают. Война – дело тяжелое, грязное, бесчеловечное. Те, кто ее задумал, преступники априори. Они могут очень долго выгораживать себя, говоря красивые высокие фразы о патриотизме, о любви к родине, о жертвенности и прочее, прочее, прочее. На самом деле все всегда упирается в одно – деньги. Всегда вопрос войны – это вопрос денег. Германия, нацистская Германия, если угодно, мы не будем ее оправдывать, как-то давать какие-то поблажки, нет. Нацистская Германия – государство преступное. Но немцы создали очень эффективную экономику, которая никак, ни в чем и нигде не зависела от западных кредитов. То есть немцы создали систему внешней торговли, основанную на клиринге. И втянули, очень успешно в нее втянули очень много стран, практически половину Европы, 2/3 Европы. И очень много стран за пределами Европы, в Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Немцы смогли предложить своим контрагентам условия намного более выгодные, чем это предлагали прежние хозяева мира. И многие, даже европейские страны, пошли на это. Потому что клиринг избавлял от необходимости использовать во внешней торговле дефицитную валюту. Фунты, доллары, французские франки. Не у всех они были. Вот. А немцы делали просто. Они предлагали, что давайте вы нам поставите такое-то количество ваших продуктов. Мы по согласованным ценам поставим такое-то количество наших продуктов. В конце года подобьем бабки. Кто чего должен, кому определим и будем дальше работать. Без денег. Деньги условные, деньги мифические, деньги клиринговые. Нарисованы бумажки. Вот. Более того, внутри своей страны, внутри Германии полностью прекратилось хождение иностранной валюты как таковой. Ну, как в СССР после 60-х годов. Они были никому не нужны. То есть кто-то, конечно, кто собирался уехать из Германии, тот хотел заполучить валюту, но это было трудно. А остальным ценам было не нужно. Валюта полностью вышла из употребления в Германии. Немцы рассчитывались дойчмарками, а за границей рассчитывались по бартеру, клирингу и прочим довольно сложным схемам. Но эти схемы работали. Что произошло? Нацистская Германия попыталась сама выйти и вырвать еще изрядный кусок Европы из лап мировой финансовой олигархии. То есть она вычеркивала этих людей из рабов. Ведь что из себя представляет современное цивилизованное общество? Это общество рабов. Общество рабов денег. Общество рабов банков. Мы все должны. Мы все берем кредиты, мы все за ними расплачиваемся. То есть что мы делаем? Мы работаем на банки. Банки зарабатывают на всем, что только можно. И эта схема придумана не сегодня и даже не вчера. Эта схема существовала как минимум 16 века. А к концу 19-го, к началу 20-го она вошла в полный абсолют. Банки и финансовая олигархия решала все. И тут такая вот шняга, в буквальном смысле слова. Немцы пытаются перестать быть рабами банкиров. Этого быть не может, этого быть не должно. Этого быть ни в коем случае не должно, и поэтому немцы должны умереть. Независимые, самостоятельные немцы. Должно остаться стадо напуганных идиотов, платящих банкам. Вот ради этого и шла Вторая мировая война. А еще там было много причин. Например, многие считают, что была война между США и Великобританией за первенство в короне хозяев мира. Это
тоже имеет право на жизнь, потому что по итогам этой войны Британская империя распалась, а США создала свою империю, империю доллара, на котором все базировалось и до сих пор еще базируется, но уже, наверное, недолго. Вот. И поэтому то, что хотели сделать немцы, создать собственную независимую финансовую систему, собственную независимую экономику и включить в нее страны, которые к этому были благосклонны, это ни в какие ворота не лезло. Поэтому Германия должна была умереть. Германия умерла. То, что сейчас существует на месте Германии, это колония. Там находятся американские войска. Вновь избранный руководитель Германии приезжает в США и подписывает канцлер-акт, где клянется и божится в верности идеалам атлантизма. Немцы погрязли в разного рода девиациях. У них огромное количество беженцев, которые никаким боком не немцы. То есть все идет так, как оно и планировалось изначально. Но поскольку нацистская Германия этому очень сильно мешала, нацисты должны были стать злодеями и умереть. Они злодеи, они убийцы. Но они-то не по своей воле. Они не хотели быть убийцами, злодеями, такими и сделала жизнь, ситуация. Они убили очень многих людей, мне близких, моих родных. У меня ненависть к немцам была, есть и будет. Потому что я знаю несколько могил на кладбище в Туловщине, где лежит мой дед, где лежит мой дядя. Они убиты немцами, они убиты немецкими минами. У меня к ним нет дружеского отношения. Но я считаю, что объективность должна быть даже к немцам. Немцы не готовили и не планировали Вторую мировую войну. Это научный факт. Но они оказались в нее втянуты. Они развязали войну с Польшей и получили войну с Францией и Великобританией. Потом подтянулись другие. В итоге война стала мировой. В мировой войне у немцев шансов не было ни одного. По той простой причине, что, скажем, если брать добычу нефти. В самом лучшем для Германии 1940 году ей было добыто чуть-чуть больше 1 миллиона тонн собственной нефти и закуплено в других странах за валюту около 3 миллионов тонн нефти. Плюс какое-то количество из синтетических бензинов было получено перегонкой угля. В этом же году добыча нефти Великобританией и компаниями, которые ей находились под юрисдикцией, составляла 34 миллиона тонн. А добыча нефти в США 67 миллионов тонн. Добыча нефти в СССР 21 миллион тонн. То есть совокупная добыча нефти странами будущей антигитлеровской коалиции превышала 100 миллионов тонн. Против 1 миллиона тонн Германии. Ну уж о всяких полезных ископаемых речи даже не должно быть, потому что в Германии не было ни хрома, ни ванадия, ни молибдена, редкоземельных металлов вообще речи не идет. Не было цветных металлов для порцеляна, вольфрама. У них не было ничего. Они все или покупали, или меняли. То есть в мирное время это все работало. Вполне успешно, нормально. То есть немцы трудились, создавали сложные продукты, за которые могли менять нужные им составляющие, ингредиенты. В случае войны это все прекращалось. И немцы победили Францию в 1940 году, блестяще победили, прекрасно. Заняли почти всю территорию Франции за вычетом этой республики Виши, режима Виши, маршала Петена, и получили в довесок 5000 километров прибрежной полосы атлантической, которую нужно защищать. Защищать, значит, нужно там разворачивать какие-то укрепления, содержать гарнизоны. То есть армию распустить нельзя. Подчеркиваю, лето 1940 года. Победа одержана.
Великобритания не капитулировала. Армию надо содержать. Армия — это 5 миллионов банок тушенки в день. 5 миллионов банок тушенки в день. Это только тушенка, не считая всего остального. Это страшный убыток народному хозяйству. Это 5 миллионов молодых мужчин, вырванных из нормальной хозяйственной деятельности и поставленных под ружье. И распустить их нельзя. Потому что Великобритания — это не только остров Англия, это еще Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, все остальные страны, к ней близлежащие, та же Бангладеш, Восточный Пакистан, та же Бирма, Сингапур, потом героически павший. То есть весь мир. Великобритания — это весь мир. Плюс США, которые тоже оставшиеся полмира. Что немцев остается? Немцы и нищая бесплодная немецкая территория, на которой ничего нет. Что в этой ситуации делать немцам? Время играет против них. Армия сидит без дела. Армия, сидящая без дела, разлагается. Да, потом немцы еще устроят блицкриг на Балканах, разгромят Югославию, разгромят Грецию, которую совершенно нет необходимости было громить, но об этом немножко другая песня будет. Факт остается фактом. В 1940 году, осенью 1940 года, немцы проигрывают битву за Британию. Они пытаются силами тактической авиации решить оперативные и стратегические задачи. Это невозможно по определению, и это не происходит. Англичане их бьют. Англичан больше истребителей, англичан лучше радары, англичан лучше управление, оснащение, у них больше пилотов. Немцы выматывают Люфтваффе без всякой победы. Немцы проигрывают войну, битву за Англию. В ноябре 1940 года в Германию приезжает наш наркоматдел товарищ Молотов. Немцы рассказывают ему прекрасные сказки о том, какие они геройские герои, как они красиво побили всех, как они всех победили, одолели, какие они замечательные бойцы. И в этот же день предлагают мягко и деликатно товарищу Молотову спуститься в подвал, потому что англичане бомбят Берлин. И больше ничего говорить было не надо. Все было очевидно. Вы всех победили, вы всех разгромили, вы такие красавцы и герои, но англичане бомбят Берлин. И вы не можете вашего гостя оставить спать в его спальне в особняке советского посольства. И вы вынуждаете его спуститься в подвал, потому что англичане бомбят Берлин. Естественно, поэтому товарищ Молотов в переговорах с Гитлером сказал, что да, мы у вас, конечно, можем вступить в тройственный пакт, стать вашим союзником, но на таких условиях. Там точно наши условия неизвестны, но в передаче секретаря Гитлера это означало, что Финляндия, Турция, Ближний Восток, Иран и, может быть, Ирак, и свободные руки на Дальнем Востоке. Немцы на это пойти, естественно, не могли, потому что финны тоже их часть их империи. Румыния не дали предоговорить, плюс Румыния — это еще и нефть, которой в Германии нет. Турция это уже ладно, дело такое. В общем, Гитлер отказывает Молотову в поддержке, и 18 декабря 1940 года отдает приказ о разработке плана Барбароссы о нападении на СССР. Это план от безысходности. Это не желание захватить территорию, покорить народ. Это попытка уравнять шансы в глобальной войне. Каким образом? Получив советские ресурсы, получив марганец, уголь, железную руду Украины, получив мясомолочное производство Прибалтики и Белоруссии, нефть Кавказа. Именно из-за этого, именно ради этого и во имя этого и была начата война с СССР. Не для того, чтобы доходить территорию, строить Лебенсраум и
сделать из советских людей рабов, как говорила пропаганда, нет. Жесткая военная необходимость. Без ресурсов СССР война была проиграна Германией еще в 1942 году. Она была проиграна, но уже чуть позже, в 1945. Вот. И поэтому война СССР началась и прошла так жестоко и безжалостно. Потому что немцы хотели отнять у нас наши ресурсы для того, чтобы удержаться на гребне волны. Удержаться им не удалось, но наши потери были неисчислимы. Дальше больше.